Фанаты волейбола, всем привет! Вот так нежданно-негаданно подкрался к нам финал Бэт-Сити Кубка России, в котором встречались Московская Динамо и Казанский Зенит. Сегодня в ролике поговорим о турнирном пути команд к этому матчу, ну и, конечно, обсудим сам финал. Я напомню, что все прямые трансляции и записи матчей вы можете смотреть на официальном сайте Всероссийской Федерации волейбола. А перед началом попрошу вас подписаться на канал, поставить лайк этому видео, написать в комментариях главную звезду финала и в Телеграм заглянуть. Присаживайтесь поудобней, приятного аппетита и приятного просмотра. Для начала отметим, что формат Кубка России был изменен. Для первых 8 команд по итогам предыдущего сезона отбором на турнир стал Бэт-Сити Кубок Столетия. Команды, вышедшие в финал 4 этого предсезонного турнира, гарантировали себе место в 1/4 финала Кубка России. Именно по этой дорожке пошли обе команды. Разыграв финал Кубка Столетия, где в драматичном пятисетовом матче сильнее оказались москвичи, команды отправились в плей-офф доказывать, что они действительно лучшие. «Зенит» в четвертьфинале в двухматчевом противостоянии разобрался с красноярским «Енисеем» 2 раза по 3-1. А в полуфинале имел достаточно серьезные проблемы с новосибирским «Локомотивом», показав невзрачную игру в гостях и проиграв 2-3. В Казани мы увидели совершенно другую команду, которая разобрала на запчасти новосибирский паровоз. 3-0 и путевка в финал. Москвичи же в четвертьфинале одолели кемеровский Кузбасс, который еще не набрал ту сумасшедшую форму, которую мы видим сейчас. А вот в полуфинальной серии игроки «Динамо» потрепали нервы своим болельщикам, отдав первую игру обескровленному питерскому «Зениту». При этом по ходу матча москвичи вели 2-0. Сенсации не произошло, и в ответном матче подопечные Константина Брянского оформили достаточно легкую победу. 3-0 и путевка в финал Бэт-Сити Кубка России. Настало время и нам погрузиться в разбор этого матча. Первый брейковый мяч достался москвичам. Лаури Керминин 2 раза подряд совершил сумасшедшие сейвы в защите от первого темпа, а Цветан Соколов реализовал доигровку. Романовский снова не забил первым темпом, и Антон Семушев отыгрывается от блока, зарабатывая первое брейковое преимущество для своей команды. Исправляться центральный блокирующий казанцев решил на подаче. 2 эйса, а после выбитого приема хорошо работает казанский блок. Заработав минимальное преимущество, казанцы усердно пытались его сохранить, но классная подача Панкова и реализованная доигровка хозяев помогли сравнять счет. А вот пример розыгрыша, ради которых мы ждем такие противостояния. Не лучшим образом вошел в игру Цветан Соколов. 2 удачных блокирования казанцев диагонального «Динамо» приносят неплохой отрыв гостям. Дмитрий Волков продолжил рисковать на подаче и довел преимущество до 4 мячей. А Соколов вновь стучится в закрытые двери блока «Зенита». Максим Михайлов решил не отставать от своего визави и направил мяч точно в руки центрального блокирующего «Динамо» Дмитрия Жука, сократив отрыв своей команды. Максим Михайлов не смог обыграть двойной блок. Мяч предательски зацепил пятку диагонального «Зенита». На повторах этого не видно, но судья принял именно такое решение. Если кто-то был на арене и видел этот эпизод вживую, напишите об этом в комментариях. Дальше Соколов не рискнул на подаче и оказался прав. Дыру на одном блоке не реализовал доигровку, а Власов вколотил доигровочный мяч в площадку соперников, сравняв счет в этой концовке. На балансе команды уверенно обменивались съемами, ожидая ошибок друг от друга. Первыми дождались казанцы. Антона Семушева на тройном блоке переиграл Максим Михайлов, очень вовремя спрятав руки. 26-28. Второй игровой отрезок стартовал в равной борьбе. Цветан Соколов продолжил стучаться в закрытые двери Казанского царства, но москвичи ответили одиночным блоком Павла Панкова на Сэми Дыру. Ошибка Максима Михайлова принесла хозяевам эмоционально важное брейковое преимущество. Более-менее наладился прием москвичей, что позволило Павлу Панкову больше использовать центр сетки. Кристенсен в ответ решил сыграть комбинацию взлет с Дмитрием Волковым. Отрыв москвичи растеряли достаточно быстро. Сначала Павел Панков не нашел руку Дмитрия Жука, а затем, несмотря на классное спасение того же Панкова после неудачного приема Керминина, доигровочный мяч реализовал Дыру. Ну а теперь опять время невероятного розыгрыша, который подарили нам команды.
Обмен съемами продолжился, но слишком часто игроки стали ошибаться при вводе мяча в игру. Эту серию прервал Майка Кристенсен своим эйсом. Москвичи продолжили ошибаться на подаче, но когда все-таки получалось вводить мяч в игру, у казанцев периодически возникали проблемы. Неожиданным для всех стал эйс Артема Вольвича, который позволил казанцам завладеть инициативой в концовке сета. У москвичей был шанс сравнять счет на подаче Панкова, но Антон Семушев не смог выполнить качественную передачу на Цветана Соколова. Казанцы же имели возможность завершить сет, но слишком амбициозную и авантюрную передачу Кристенсена первому темпу прочитал Дмитрий Жук. Американский гений продолжил перегибать палку, после тайм-аута вновь выполнив передачу Кононову, в этот раз еще и занизив. Соколов в доигровке сравнял счет, а следующая подача Богдана создала проблемы Дыру, который после приема уперся в тройной блок Динамо. Сняться помог многоопытный лидер Максим Михайлов. Коллективы продолжили игру на балансе, чередуя ошибки и успешные съемы. Сет мог бы закончиться после ошибки Соколова, но Волков совсем не вовремя для своей команды задел верхний трос сетки. У Динамо оплотом надежности в этом матче стал доигровщик Денис Богдан. Именно его уверенная игра, в том числе и в концовке, принесла динамовцам результат. Сначала съем с подачи Кристенсена, затем забитый доигровочный мяч. Точку же в сете поставил капитан москвичей Павел Панков своим эйсом. Кстати, это первая подача на вылет у Динамо за матч. 32-30. Старт третьего сета прошел на подаче Романа Романовского. Сам не свой был в этот день Цветан Соколов. Команды подустали, поэтому на первый план начали выходить защитные действия. Лишь перерыв Константина Брянского смог остановить подачу центрального блокирующего казанцев. А вот подачу Максима Михайлова останавливать уже было нечем. На подачах Ильи Власова москвичам удалось немного подтянуться к сопернику. Уверенно реализовал переходящий мяч Дмитрий Жук, а Дмитрий Волков отправил мяч далеко в аут в тяжелейшей ситуации при атаке из четвертой зоны. Казанцы остановили порыв москвичей и продолжили методично наращивать преимущество. Ну и уже по традиции в этом матче наслаждаемся классным розыгрышем. Эйс Сэма Дыру довел преимущество казанцев до 5 очков. Антон Семушев решил отомстить и направил свою подачу в сторону бельгийского доигровщика, и она увенчалась успехом. А вот второй шикарнейший розыгрыш в этой партии. Очередной затяжной розыгрыш закончился тем, что Цветан Соколов оказался в руках блокирующих казанского «Зенита». После тайм-аута Брянского в результате очень долгого розыгрыша с прекрасной защитой диагональный москвичей все-таки свою атаку реализовал. Но на итоговый результат в этом игровом отрезке момент не повлиял. Соколов своей очередной ошибкой принес «Зениту» сетбол, а вернувшийся на площадку Роман Романовский красивейшим эйсом по пятой зоне завершил партию 25-17. Новый сет, новый шикарный розыгрыш, а ошибки Соколова в атаке старые. Одиночный блок Артема Вольвича уже на старте партии создает преимущество для казанцев. В этом сете тайм-аут Константина Брянского не смог остановить подачу Романа Романовского, и Соколов продолжил стучаться в закрытые двери казанского замка. Совсем разладилась игра москвичей, а «Зенит» наоборот поймал кураж. Но характер московского клуба мы все знаем не понаслышке. По спортивному злой атакой с 4-4 Семушев оформил съем, затем забил доигровочный мяч, а Соколов оформил эйс, сократив преимущество гостей до 2 очков. Богдан реализовал очередную доигровку после хорошего смягчения атаки Вольвича и вовсе сократил отставание до 1. Был шанс и догнать соперника, но Богдан ошибся в атаке после классной защиты обеих команд. Тут же решил напомнить о себе Цветан Соколов, а то блокирующие казанцев уже начали скучать. Не обошлось и без спорных судейских решений. Павел Панков принял подачу, отскочившую от троса, и после этого прыгнул бороться на сетку.
Задев мяч еще один раз, он допустил ошибку, чего судьи сначала не увидели. Главному арбитру пришлось самому отправиться к мониторам, чтобы разглядеть это касание. Мяч в итоге заслуженно отдали казанцам. Максим Михайлов после защиты Ильи Федорова забивает один из последних гвоздей в крышку гроба перспектив москвичей в этом финале. Дыру добавил еще один своим эйсом. Судья попытался добавить немного интриги, увидев чужой мяч у Майки Кристенсена, хотя, по-моему, здесь все максимально чисто. Ваше мнение жду в комментариях, а пока пишите, одним глазком гляньте на очередной шикарнейший розыгрыш в этом матче. На сетболе на площадку вернулся Роман Романовский, шикарным образом выполнил подачу, а завершать этот матч Майка Кристенсен доверил капитану Артему Вольвичу. Тот уверенно со своей задачей справился. 20-25, 3-1 казанский «Зенит» становится обладателем BetCity Кубка России. Протокол матча и мой прогноз из телеграм-канала на ваших экранах. Самым результативным игроком стал Цветан Соколов, набравший 19 очков. Но стоит отметить, что несмотря на хороший процент в атаке, он 9 раз попал в блок соперников. MVP матча был признан либеро казанцев Илья Федоров. Достаточно спорное решение, ваши варианты жду в комментариях. Ну что ж, давайте подведем итоги этого замечательного матча. Казанцы справились с двумя главными оружиями московского «Динамо» – пушечной подачей и Цветаном Соколовым. Хорошо смотрелся «Зенит» и при собственном вводе мяча в игру, раз за разом создавая проблемы в приеме хозяевам. У меня сложилось стойкое ощущение, что если бы Майка Кристенсен в концовке второго сета не заигрался с Алексеем Кононовым, то матч с легкостью мог завершиться в 3 партиях. Казанцы выглядели солиднее и увереннее. Что по этому поводу думаете вы? Ну а я, как обычно, попрошу вас подписаться на канал, поставить лайк этому видео и в Телеграм заглянуть. Кстати, результат этого матча я полностью угадал. Огромное спасибо за просмотр и вашу поддержку. Ну а с вами был фанат волейбола. До скорой встречи! Зенит Казань, сине-белая гроза. Это Зенит Казань, носит ветер гроза. Это Зенит Казань, за собой зовет игра. Это Зенит Казань.